Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня мы находимся в городе Нагасаки. Думаю, многие знают этот город в Японии. И мы сюда приехали, чтобы посетить остров Хашима. Город Нагасаки – крупнейший город в префектуре Нагасаки, которая находится на юге Японии на острове Кюсю. Население этого города составляет 398 тысяч человек. Многие могут знать Нагасаки как один из двух японских городов, на которые в 1945 году сбросили ядерную бомбу. Но история Нагасаки намного глубже и интереснее. В период Эдо, когда страна была полностью изолирована, это был город с единственным международным торговым портом, который сотрудничал с Нидерландами и Китаем. По этой причине он известен как портовой город, полный экзотики, включая руины Дэджима, изолированная часть города, где жили иностранные торговцы, а также один из самых крупных в Японии Чайнатаун – китайских городов. С 1567 года из-за влияния торговцев из Португалии, а позже Нидерландов, Нагасаки стал известен большим количеством католиков и католических церквей. Даже в наши дни на острове Кюсю проживает самое большое количество христиан в Японии. Но также этот город известен своей грустной и темной историей, как изгнание и казнь принявших христианство, разрушение храмов и церквей. Веру проверяли довольно простым способом. Всех, кто отказывался наступить на портрет Девы Марии, отсылали на отдельный остров, где они жили, а точнее выживали, до конца своих дней. В наше время много туристов посещает Нагасаки, чтобы посмотреть на руины христианских церквей, руины, оставшиеся после ядерной бомбы. Но одни из самых известных руин этого города, которые мы сегодня посетим, это заброшенный остров Хашима. Мы сейчас находимся в порту и сядем вот на этот оранжевый паром до острова Хашима. Вау! Остров Хашима находится в 40 минутах на пароме от порта Нагасаки. Туда ходят туры для особых любителей. К сожалению, гид повествует только на японском языке, но не волнуйтесь, многого вы не потеряете, потому что правду об этом острове они все равно не рассказывают. Мы почти доплыли до нашего первого места назначения. Недалеко от необитаемого острова Хашима находится все еще обитаемый остров Такашима. Сейчас на этом острове живет всего 320 человек, но в 1965 году тут жило более 18 тысяч человек, которые каждый год добывали 1 270 000 тонн угля. Сейчас же на этом острове больше кошек, чем людей. В 10 минутах на пароме от острова Такашима находится остров Хашима, который постигла более печальная участь. Остров Хашима внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся объект промышленной революции Японии с эпохи Мэйджи, но до сих пор вызывает споры из-за своей черной истории. Изначально это был маленький необитаемый остров, больше похожий на скалу, но в 1810 году остров заселили в связи с обнаружением угля. На Хашима начали добывать уголь, но из-за сильных тайфунов и высоких волн было тяжело вести работы, поэтому к 1886 году остров искусственно огородили бетонной стеной, которая придала острову форму военного корабля. Поэтому второе название этого острова – Гункан-Джима, что дословно так и переводится – остров военного корабля. В 1890 году фирма Mitsubishi, да-да, та самая Mitsubishi, выкупила остров, после чего он был в их частной собственности последующие 100 лет.
На Хошиме шла добыча угля на шахтах, уходящих на глубину до 600 метров ниже уровня моря. В самый пик добычи угля в 1960 году на острове площадью всего 6,5 гектара жило приблизительно 5300 человек. Считается, что это было место с самой высокой плотностью населения не только в Японии, но и во всем мире. Японский гид с восторгом будет рассказывать вам о том, насколько продвинутой была жизнь на этом острове. В 1916 году тут были построены первые в Японии высокоэтажные жилые комплексы из железобетонных конструкций, в то время как вся остальная Япония все еще была застроена деревянными домами. Было построено 30 жилых комплексов с детскими садами, 7-этажная школа с огромными окнами, чтобы поступало больше света, первый в Японии сад на крыше, магазины, больница, 2 бассейна и даже кинотеатр и развлекательный центр с игровыми автоматами пачинко. Места не хватило для кладбища и старшей школы, поэтому их построили на соседнем острове Такашима. Что японский гид нам не рассказал, это то, что с 1916 года для пополнения рабочей силы на остров начали привозить корейцев, а с 1939 года большую часть самых тяжелых работ принуждали делать корейцев и китайцев, привезенных в Японию против их воли. Жизнь на Хошиме была крайне бедной, и согласно документам о кремации, в период с 1939 по 1945 год на Хошиме умерло 1162 японца, 122 корейца и 15 китайцев. Основными причинами смерти было сожжение и удушье, а поскольку предполагаемое население Хошима в 1940 году составляло 3333 человека, подсчитано, что почти 40% населения погибли. По одной из теорий, после окончания войны корейцы и китайцы вернулись к себе на родину, и чтобы восстановить рабочее население острова, Mitsubishi подняли зарплату и начали улучшать среду для жизни. Но все еще оставалась большая дискриминация между рабочими классами даже среди японцев. Даже по руинам Хошима можно понять, что рабочий класс жил в небольших комнатках, в то время как рабочие высокого ранга жили в просторных квартирах с собственной ванной. Когда в 2015 году Хошима внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Южная Корея выступила против этого, обосновываясь страданиями корейских подневольных рабочих на этом острове. Несмотря на то, что есть несколько выживших, кому уже в районе 100 лет, и они рассказывают о том, как их заставляли работать против их воли, как многие пытались сбежать с острова, но погибли, называя Хошима островом ада, японское правительство отказывается признать сам факт наличия такой истории. ЮНЕСКО требует от Японии правдиво показывать полную историю Хошима, но с 2015 года прошло уже 8 лет, но ни в музее Хошима, ни в рассказе гида не было даже единого упоминания о темной стороне истории этого острова. Под влиянием энергетической политики 1970 года Mitsubishi полностью закрыли шахты в 1974 году, оставив после себя несколько миллионов тонн угля и опустевший остров. Что в реальности происходило на этом острове, мы никогда не узнаем, но даже руины много о чем говорят. В хорошую погоду возможно даже выйти на берег острова и поближе рассмотреть здания. Но нам не повезло, были сильные волны, которые не позволили нам пришвартоваться. Для меня этот остров выглядит как пример печального исхода человечества, но также напоминание о том, что мы можем этого избежать. Надеюсь, вам понравилась наша небольшая экскурсия в историю Нагасаки. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще. Всем пока!